Боевая колода– это те ваши карты, которые могут участвовать в сражении. Размер колоды ограничен 14 картами. Всего в игре в настоящий момент 61 карта. В колоду можно добавлять не более 2 одинаковых карт, не более одной для легендарных. При составлении колоды следует учесть наличие и уровень имеющихся у игрока карт и применяемую игроком тактику. Есть два основных подхода к формированию боевой колоды. По картам мы формируем колоду, ориентируясь прежде всего на силу имеющихся у нас карт, и уже под них подбираем подходящую тактику. По тактике мы формируем колоду под какую-то определенную тактику. Проще говоря, мы либо тактику подстраиваем под колоду, либо колоду под тактику. Оба подхода имеют право на существование. На начальных этапах игры, когда большинство карт не открыто, как правило, приходится использовать первый подход. По мере продвижения игрока в рейтингах все чаще появляется возможность использовать второй подход, то есть формировать колоду, исходя из тактических предпочтений. Примеры колод. Сбалансированная колода – это колода, одинаково сильная во всех аспектах игры. В атаке и обороне, в дебюте и концовке, в ближнем и дистанционном бою, в скорости и в мощи. Плюс сбалансированной колоды в том, что это некий универсальный инструмент, позволяющий решать самые разнообразные задачи и гибко менять тактику в зависимости от хода поединка. Минус этой колоды в том, что, как и все универсальные инструменты, она не очень хорошо приспособлена для решения некоторых специальных задач. Для этого существуют специализированные колоды. Специальная колода подбирается под определенную тактику. Плюс специальной колоды в том, что она позволяет в максимальной степени реализовать все преимущества выбранной тактики. Минус в отсутствии тактического разнообразия и невозможности поменять тактику по ходу боя, если что-то пошло не так. Со специальными колодами вы либо быстро выиграете, либо быстро проиграете. Долгий упорный бой с переменным успехом до полного разрушения замков не для вас. Это привилегия игроков со сбалансированными колодами. Исключение – оборонительная колода. С ней, если повезет, вы сможете продержаться до разрушения замков. Подробнее о формировании специальных колод под разные тактики мы расскажем в отдельных выпусках.